За последние 24 часа перед казнью приговоренному дают выбрать любое блюдо на последний ужин и взвешивают его тело, чтобы точно рассчитать длину веревки. Звучит невероятно, но каждая минута этих суток расписана по секундам в специальном протоколе. Вот что на самом деле происходит с человеком в его последний день. И начинается все не с рева толпы и не с барабанной дроби, а с тишины. Ровно в определенный час в камеру входит человек в форме и произносит сухую фразу о том, что прошение о помиловании отклонено. С этого момента запускается механизм, отлаженный десятилетиями. В британских тюрьмах, где смертную казнь через повешение практиковали до середины 20 века, существовал документ, который так и назывался «Инструкция по исполнению». В нем было прописано буквально все: во сколько разбудить осужденного, что ему подать, кто войдет в камеру первым и на каком слове палач дернет рычаг. Само слово «казнь» в этих бумагах почти не встречалось. Вместо него использовали обтекаемые формулировки: процедура, трита, исполнение, мероприятие. Как будто речь шла не о человеческой жизни, а о плановой операции на складе. И в каком-то смысле так оно и было. Система стремилась превратить смерть в конвейер, где нет места ни жалости, ни сомнению, ни ошибки. Приговоренного за эти сутки не оставляют одного ни на минуту. Рядом с ним постоянно дежурят двое надзирателей, их меняет каждые несколько часов, чтобы люди не выгорали. Их задача звучит абсурдно, если вдуматься, сохранить человека живым и здоровым до самого утра. Ни болезнь, ни травма, ни попытка свести счеты с собой, ничто не должно помешать государству исполнить приговор точно в назначенный срок. За стеной в это же самое время работает другой человек, тот, от чьих расчетов зависит, будет ли смерть мгновенной или превратится в мучение. Он листает таблицы, сверяет цифры, что-то записывает в блокнот. Он никогда не видел осужденного вживую, но уже знает о нем то, чего не знает сам приговоренный. И первое, что этот человек потребует, вовсе не имя и не список преступлений. Он потребует цифру, от которой зависит абсолютно все. Это цифра. Вес. Но прежде чем к ней вернуться, стоит рассказать о ритуале, который придумали вовсе не из милосердия, хотя выглядит он именно так. Право на последний ужин – традиция древняя, уходящая корнями в античность. У римлян осужденному позволяли устроить прощальный пир накануне казни. За этим стояла не доброта, а суеверие. Считалось, что сытый, довольный человек, получивший последнее желание, не станет мстительным призраком и не будет преследовать своих палачей после смерти. Проще говоря, ужином откупались от мертвеца. В американских тюрьмах 20 века этот обычай превратился почти в отдельный жанр. Осужденному предлагали заказать что угодно, и записи этих заказов сохранились до сих пор. Кто-то просил стейк с кровью, жареную картошку и мороженое, кто-то целую пиццу и 2 упаковки колы. Один приговоренный в Техасе заказал столько еды, что ей можно было накормить 3, но не притронулся ни к чему. Другой попросил всего 1 маслину с косточкой. Говорят, надеялся, что из косточки на его могиле вырастет дерево. Но у щедрости были жесткие границы. Алкоголь почти везде запрещен. Сумму нередко ограничивали. В том же Техасе в какой-то момент вовсе отменили индивидуальные заказы после того, как один осужденный затребовал гигантский пир и демонстративно от него отказался. Теперь там подают то же, что и всем остальным в этот день. А в британской системе, где казнили быстро и без театральности, никакого пышного меню не было вовсе. Осужденному предлагали обычный тюремный ужин, разве что чуть плотнее. Зато ему почти всегда наливали крепкий напиток, и вот это уже делалось совершенно осознанно. Стакан рома или бренди перед сном был не капризом приговоренного, а частью протокола. Расчет. Простой человек должен спать. Спокойный, слегка одурманенный алкоголем осужденный не устроит истерику ночью, не попытается сопротивляться утром и не сорвет всю процедуру. Потому что утро в этих стенах наступало по расписанию, не знающему исключений. И пока приговоренный доедал последний ужин, в соседнем помещении уже готовили то, о чем ему предпочитали не говорить до самого конца. В последний вечер осужденному разрешают свидание с теми, кого он больше никогда не увидит. И это, пожалуй, самая тяжелая часть всего протокола. Не для приговоренного, а для тех, кто по ту сторону. Правила свиданий менялись от страны к стране и от эпохи к эпохе, но общая логика оставалась жесткой. Родственников пропускали по списку, заранее утвержденному администрацией. Каждого обыскивали, тщательно, унизительно, потому что случаи, когда близкие пытались передать осужденному яд или лезвие, чтобы избавить его от казни, были не выдумкой, а реальностью. Мать, пронесшая под одеждой снотворное, чтобы сын ушел сам. Такие истории тюремные архивы хранят десятками. В большинстве случаев прикасаться друг к другу запрещалось. Осужденный и его семья сидели по разные стороны стекла или решетки, разговаривали через телефонную трубку или просто повышая голос.
голос. Последнее объятие с матерью, последнее прикосновение к руке жены. Все это отменялось одним росчерком в инструкции. Человек, которому оставалось жить несколько часов, не мог даже обнять собственного ребенка. Само свидание строго ограничивали по времени. Надзиратель стоял рядом с часами и обрывал разговор ровно в назначенную минуту, каким бы он ни был. Известны случаи, когда осужденный на середине фразы прощался с родителями, и его уводили, не давая договорить. Отдельная, почти незаметная деталь протокола касалась священника. Духовника допускали к приговоренному в любой конфессии, и он оставался с ним дольше всех, порой до самого рассвета. Но и здесь была своя механика. Во многих тюрьмах священнику предписывали не только утешать, но и наблюдать. Его спокойное присутствие помогало удержать осужденного от паники, а значит, снова работало на бесперебойность процедуры. Когда родственники уходили, наступала самая странная часть суток. Приговоренного возвращали в камеру, где его ждали все те же двое дежурных, тусклый свет и полная невозможность что-либо изменить. Впереди была ночь, несколько часов, которые по всем документам полагалось провести во сне. Вот только уснуть в такую ночь удавалось и единицам. И то, чем осужденные заполняли эти последние темные часы, поражало даже видавших всякое тюремщиков. Свет в камере смертника не гасили никогда. Это тоже было прописано. Надзиратели должны видеть осужденного каждую секунду. А значит, о темноте, в которой можно уснуть по-настоящему, не было и речи. Человек лежал под лампой, которая горела до самого утра, и слышал, как за столом переговариваются двое дежурных. Тюремные записи сохранили удивительное разнообразие того, как люди проводили эту ночь. Одни писали письма жене, детям, иногда даже семьям своих жертв, прося прощения. Эти письма собирали, читали, часть из них так и не доходила до адреса. Другие молились вслух часами, пока не срывали голос. Третьи просто сидели на койке, уставившись в стену, и не произносили ни слова до самого рассвета. Были и те, кто вел себя так, будто ничего не происходит. Известны случаи, когда осужденный всю ночь играл с надзирателями в карты или шашки. И что поражало тюремщиков больше всего, искренне радовался выигрышу. Один приговоренный под утро попросил бумагу и до последней минуты решал шахматные задачи. Другой всю ночь напролет рассказывал дежурным анекдоты, а те не знали, смеяться им или молчать. Психологи, изучавшие поведение смертников, описали странный феномен. У многих в последние часы наступало необъяснимое спокойствие, почти безмятежность. Когда все решения уже приняты, когда обжаловать нечего и бежать некуда, психика словно отключала тревогу за ненадобностью. Человек, месяцами метавшийся в ужасе, вдруг затихал. Это спокойствие пугало надзирателей сильнее, чем любые истерики. Но были и обратные истории. Кто-то бился в панике, кого-то приходилось держать, кто-то к утру доходил до состояния, в котором уже не понимал, где находится. Именно ради таких случаев рядом всегда дежурил врач, а протокол предусматривал успокоительное, потому что система не терпела срывов. А еще эту ночь напролет слушал один человек, о котором осужденный чаще всего даже не подозревал. Палач нередко проводил ее в той же тюрьме, в отдельной комнате неподалеку. Он не спал вместе с приговоренным, но по своим причинам. Ему предстояло сделать работу, малейшая ошибка, в которой превращала быструю смерть в нечто чудовищное. И готовиться к ней он начинал задолго до рассвета. К палачу мы еще вернемся, потому что то, что он делал этой ночью, заслуживает отдельного разговора. Но пока он готовился, в камере оставался человек, чья роль в протоколе была едва ли не самой странной из всех. Тюремный священник – фигура двойственная. С одной стороны, он единственный, кто приходил к осужденному не по долгу надзора, а чтобы говорить с ним по-человечески. С другой, он был частью той же машины, и от него тоже ждали результата, чтобы приговоренный дошел до эшафота спокойно, без сцен и сопротивления. В британских тюрьмах капеллан сопровождал осужденного буквально до последнего шага. Он шел рядом с ним от камеры до места казни, читая вслух заупокойные молитвы. Существовало даже неписанное правило – священник должен идти чуть впереди, спиной к эшафоту, чтобы приговоренный смотрел на него, на его лицо и губы, а не на петлю. Слова молитвы служили тем, за что цеплялось сознание в последние секунды. Многие капелланы вспоминали потом, что эта работа ломала их. Один английский священник после нескольких таких сопровождений подал в отставку и до конца жизни выступал против смертной казни. Он говорил, что не может больше провожать к смерти людей, называя это волей Божьей. Другой признавался, что запомнил каждое лицо и каждое последнее слово, и они возвращались к нему во сне десятилетиями. Осужденные вели себя с духовником по-разному. Кто-то исповедовался впервые в жизни. Кто до последнего отказывался от любого утешения, называя все это лицемерием.
Известен случай, когда приговоренный, никогда не веривший в Бога, всю ночь спорил со священником о вере, и оба под утро замолчали, так и не переубедив друг друга. Но была деталь, о которой священники говорить не любили. Их присутствие удерживало не только душу осужденного, оно удерживало и его тело. Спокойный человек не вырывался, не падал, не срывал расчеты. И потому этот последний разговор о вечном, каким и искренним он ни был, работал еще и на то, чтобы все прошло гладко. А гладко в этих стенах значило вполне конкретную вещь. И отвечал за нее тот, кто как раз в эти предрассветные часы в последний раз проверял свои инструменты. Вот теперь о палаче и о цифре, с которой все началось. О том самом весе, ради которого приговоренного взвешивали еще накануне. В британской системе повешения довели до почти научной точности, и заслуга в этом принадлежала одному человеку – палачу по фамилии Марвуд, а затем его последователям, среди которых самым знаменитым стал Альберт Пирпойнт. Именно они превратили казнь из грубого удушения в мгновенную смерть. Секрет заключался в так называемом длинном падении, расстоянии, на которое проваливалось тело, когда под ногами открывался люк. И вот здесь вес значил все. Существовала специальная таблица, ее так и называли – таблица падений. Тяжелому человеку полагалась короткая веревка, легкому – длинная. Если ошибиться в меньшую сторону, осужденный не умрет мгновенно, а будет медленно задыхаться в петле. Если ошибиться в большую, падение окажется слишком сильным, и голова отделится от тела. Поэтому палач накануне не только знал вес приговоренного, но и лично осматривал его через глазок камеры, оценивая телосложение, крепость шеи, мускулатуру. Он рассчитывал длину веревки до дюйма. Ночью, пока осужденный не спал, палач готовил инструмент. Веревку заранее растягивали с грузом, равным весу приговоренного, чтобы она не пружинила в решающий момент. Люк проверяли, смазывали петли, испытывали механизм на мешке с песком нужной массы. Все должно было сработать с первого раза. Пирпойнт гордился скоростью. Он утверждал, что от момента, когда входит в камеру, до момента, когда тело проваливается в люк, у него уходило порядка 10-20 секунд. Эшафот в британских тюрьмах часто располагали в соседней с камерой комнате, буквально за стеной. Осужденному не давали идти долго, не устраивали процессий. Дверь открывалась, и до петли было несколько шагов. Эта близость была не случайностью, а расчетом. Чем короче путь, тем меньше времени на панику, сопротивление, обморок. Все выстраивалось так, чтобы человек не успел осознать последние секунды в полной мере. И когда за окном тюрьмы начинало сереть небо, в камеру приходили за приговоренным. Наступало то самое утро, к которому готовились все, кроме, быть может, самого осужденного. Дверь камеры открывалась ровно за минуту до назначенного часа. Ни за 5, ни за 10, за одну. Это тоже был расчет. Чем меньше времени между появлением палача и самой казнью, тем меньше шансов, что осужденный сорвется. Первым входил не палач. Первым входил начальник тюрьмы или его заместитель. Официальное лицо, обязанное присутствовать. За ним следовал сам палач и его помощник. И вот тут разворачивалась сцена, отработанная до автоматизма. Пока приговоренный еще осознавал, что вошли за ним, палач уже был у него за спиной. Помощник заводил руки осужденного назад и связывал их ремнем на запястьях. Быстро, без слов. Дальше начинались те самые секунды, которыми гордился Пирпойнт. Из камеры к эшафоту вели под руки, почти несли, если ноги отказывали. Священник шел впереди, читая молитву, а осужденный смотрел ему в спину. За стеной открывалась комната с люком. Приговоренного ставили точно на отмеченное мелом место, на две створки, под которыми была пустота. Дальше все происходило почти одновременно. Палач набрасывал на голову белый капюшон не ради зрелища, а чтобы никто не видел лица в момент смерти, включая самого палача. Затем на шею ложилась петля, узел которой располагали строго под левым углом челюсти. Именно такое положение при падении ломало шейные позвонки мгновенно. Ноги связывали ремнем. И в ту же секунду палач дергал рычаг. Створки люка распахивались. Тело проваливалось вниз на ту самую рассчитанную длину. Веревка натягивалась, и удар, приходившийся на смещенный узел, разрывал спинной мозг между вторым и третьим позвонками. Сознание отключалось мгновенно. Сердце по инерции могло биться еще несколько минут, но человека как личности уже не было. С момента, когда открылась дверь камеры, до момента, когда тело исчезало в люке, проходило от 9 до 12 секунд. Тот самый ужин, взвешивание, расчет длины веревки до дюйма, растянутая за ночь веревка, отмеренное мелом место, вся эта чудовищная точность существовала ради этих нескольких мгновений. А потом наступала тишина, в которой оставались только живые, и для них все как раз начиналось.
Тело оставляли висеть в люке ровно 1 час. Это тоже было прописано. Врач должен был убедиться, что сердце окончательно остановилось, а мышцы расслабились. Только после этого разрешалось спускать осужденного и снимать петлю. Дальше в дело вступал тюремный врач с бумагой, которую полагалось заполнить немедленно. В графе о причине смерти писали сухо и одинаково. Смерть от повешения, согласно приговору суда. Никаких подробностей, никаких оценок. Тело осматривали, фиксировали, что перелом шеи произошел правильно. Палача, по сути, проверяли по результату его работы. Хоронили казненного чаще всего прямо на территории тюрьмы, в безымянной могиле во дворе. Ни надгробия, ни имени, ни креста, только известь, которой засыпали тело. Родственникам тело не выдавали. Считалось, что человек, приговоренный государством, и после смерти остается его собственностью. Матери, простившиеся с сыном накануне через стекло, не позволяли даже прийти на могилу, потому что могилы, как таковой, не существовало. Оставалось еще одно, почти незаметное действие протокола. У ворот тюрьмы вывешивали короткое объявление о том, что приговор приведен в исполнение. Небольшая толпа, собиравшаяся у стен по утрам казней, читала его и расходилась. Внутри тем временем мыли комнату с люком, сматывали и убирали веревку до следующего раза, а надзиратели, дежурившие всю ночь, сдавали смену. Палач уезжал первым же поездом. Пирпоинт, казнивший за свою жизнь больше 600 человек, вечером того же дня нередко стоял за стойкой собственного паба под Манчестером и наливал посетителям пиво. Мало кто из них знал, кем работал этот приветливый хозяин по утрам. К вечеру он был обычным трактирщиком. Много лет спустя, уже отойдя от дел, он написал одну фразу, которая перечеркивала всю выверенную до секунды механику, которой он служил десятилетиями. Он сказал, что казни, совершенные его руками, не предотвратили ни одного преступления, и что смертная казнь, по его убеждению, не более чем месть. Человек, доведший убийство государством до точности хирургической операции, в итоге не верил, что в этой точности был хоть какой-то смысл.